Как что будет, непонятно. Ни за что не догадаетесь, где я. Это целый автопоезд. И погрузчик не пушинка. Я ожидала от УАЗа меньшего. Впервые на улице. Это мой дядя. Появился уже новый друг. Это основной сугроб, который надо будет расчистить. Уж очень заманчивый объем работ. Ночью было минус 20, он такой сейчас весь в инии. Трубу выхлопную оторвало. Что-то мы, видимо, никуда не едем. Ну вот будто гидравлику что-то душит. Друзья, привет! Мы с погрузчиком снова в порядке. Я заменила раздатку тандемным насосом, уже установила, подключила. И у нас прям буквально там на днях выпал немножечко свежего снега, и этим шансом просто нельзя не воспользоваться. Друзья, изначально я вообще заливала в гидросистему старое индустриальное масло, которое стояло на улице в бочке дофигалион лет. Я даже не знаю, там, сколько оно там стояло. И если уж на нем работал погрузчик, то я думаю, на новом масле должно быть, ну, как минимум, лучше. Слила старое масло и залила сейчас вот 40 литров нового, его где-то вот примерно вот так вот в баке. Масло залила вот такое Moebius Hydra HLP 46. 46 – это вязкость. Написано, что для использования в промышленных и мобильных гидравлических системах, функционирующих при высоких давлениях, а также для смазки подшипников и редукторов. Кто пользовался таким маслом или, может быть, каким-то другим, у вас, может быть, есть какие-то советы, поделитесь, пожалуйста, опытом в комментариях, мне будет полезно. Ну что, друзья, настал момент X. Я вообще не готова, честно сказать. Я капец как переживаю, потому что я его даже габаритов толком не чувствую. А как бы в мастерской, ну, через ворота проехать, и во дворе довольно стесненные все равно условия. Но надо пробовать. Куда деваться? Друзья, погрузчик в такой прекрасный солнечный день решил прогуляться впервые на улице. Можете нас с ним с этим поздравить. И посмотрите, сколько свободного места стало в мастерской. Я даже не помню, когда последний раз здесь было так просторно. В этом году в Саратове вообще какая-то горе-зима. У нас вообще не было снега. Я такой зимы не помню. Никогда не помню. Не было такого. Потому что снег выпадал чуть-чуть, и на следующий день сразу же таял, и у нас всю зиму просто гололед. Вот выпал немножечко, сантиметров 7-8 снега вчера. Сейчас хочу попробовать его почистить. Посмотрю, что получится. Так, ну поехали. Потихонечку. Так. Тут внизу уже лед. Опускаем. Да, я все время путаю, надо привыкать. Ага, придется.
не совсем ровный пол, поэтому отжиматься на ковше не хочется. Ага, снизу. А дальше я буксую на льду левой стороной. Ну, в общем, хорошая новость, что снег все-таки немножко чистится. Плохая новость в том, что как бы еще скилла мало, надо привыкать. И плюс здесь неровная поверхность, и там пониже ковш касается кромки земли, ну, кромки льда, а здесь уже выше, то есть надо его постепенно, отъезжая, опускать. Но вот эта вот плавная регулировка, это нужно еще набивать, конечно, навык. Но, тем не менее, друзья, все работает, и это моя маленькая большая победа. И это очень круто, я считаю. Но надо еще практиковаться. Друзья, погрузчик вернулся в мастерскую. Я его очистила от снега, просушила тепловой пушкой, чтобы не ржавел, там подула компрессором, капельки воды сдула, но это все детали. Главное, что хочу сказать. Я долго ждала этого момента и гадала, как это будет. И это было капец как волнительно и нервно, потому что навыка управления толком нет. Как что будет, непонятно. Габаритов его я, естественно, еще не чувствую. Выезд с разворотом и маневры во дворе, ну, это все в стесненных обстоятельствах. И когда громыхала кабина, просто потому что она всего лишь на нескольких прихватках пока, мне каждый раз казалось, что там пол погрузчика отвалилось. И еще мне до сих пор страшно делать что-то первый раз на камеру. Это, конечно же, не повод этого не делать, но просто в такие моменты я каждый раз перевариваю, что и как происходит, и вообще не вспоминаю о комментариях в камеру. Прошу понять и простить. Друзья, а вы знаете, что тюменская компания Case Guru теперь выпускает не только наушники? Кстати, наушниками CG Pods лично я пользуюсь уже около года, и работают они отлично. Но сейчас компания разработала много других полезных в быту гаджетов, в том числе целую линейку беспроводных пылесосов. У меня в руках вертикальный пылесос CG Cleaner Home от компании Case Guru. Маневренный и легкий, весит всего 1,5 килограмма. Сила всасывания у этой тюменской модели на 20% выше, чем у супердорогого британского аналога. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Ручная регулировка мощности в 3 режимах, сенсорное управление. До 60 минут работы на одном заряде. А датчик пыли в турбощетке определяет степень загрязнения пола, оптимизирует силу всасывания и экономит заряд аккумулятора. В комплекте настенный крепеж и насадки для любых материалов. CG Cleaner Home подойдет для чистки мягкой мебели, шкафов, салона автомобиля. Насадки можно устанавливать на корпус пылесоса или на металлическую трубу. Также в линейке есть мойщик, который чистит без участия владельца. Робот сам подает себе воду, сам полирует. Намертво прилипает к поверхности и не отваливается. Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей, плитки, для всего, что вы раньше мыли вручную.
И еще один полезный гаджет для автомобилистов. Неубиваемый банк-реаниматор для авто 4 в одном. Стартер для двигателя, портативный насос, пауэрбанк, фонарик. Покупайте подарки по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Вводите промокод LUCIA4 и получайте скидку аж в 500 рублей. Так, друзья, прошла неделя, эмоции поулеглись, и я четко понимаю, что надо практиковаться. И причем чем больше, тем лучше. Но только я начала входить во вкус во время первого выезда, как снег возле двора-то закончился, а полноценных тестов я так и не сделала. И по прогнозу у нас снега больше так и не предвидится. И мне пришла очередная завиральная идея поехать туда, где можно устроить реальные тесты и при этом принести пользу. И последнюю неделю я занимаюсь организацией вот этой вот поездки. Это получится целая экспедиция в погоне за снегом. Что из этого выйдет в итоге, я не знаю, но точно должно быть интересно. Так что не буду затягивать, выдвигаемся в первый пункт. Друзья, вот ни за что не догадаетесь, где я. Я приехала в автосалон забрать машину, которая будет выступать в роли тягача, тянуть прицеп, в котором поедет погрузчик. Машину уже осмотрели, она очень большая, надо еще будет к ней привыкнуть. И осталось буквально подписать пару бумаг, и можно ехать за прицепом. Ну что, друзья, вот тягач, паровоз моего будущего каравана. И, ребята, он огромный. Так, а вот и прицеп. Нет, ребят, шучу, это был не мой. А вот это мой. Ребята, это целый автопоезд. Вы прикиньте. Я сама еще немножко в шоке. Доброе утро, друзья! Просто поразительно, насколько сон, горячая еда и горячий душ могут просто сделать из тебя нового человека. Потому что вчера вообще на обратном пути толком ничего не снимала, потому что мы даже в поезде не спали толком. Не толком, я вообще не спала почему-то. Вот, ну просто сон для слабаков, видимо, решил мой мозг и решил не спать. Вот, и был очень суетный день, очень нервный. Выезд из московских пробок на таком вот поезде, не боюсь этого слова, был очень таким нервным мероприятием. И как только, собственно, закончился стресс, вот, кстати, наша колесница стоит в утреннем тумане, в утренней дымке, греется. Вот, и как только закончились пробки, просто батарейка моментально начала садиться. И тут же кончился запал и силы, и все, и мы уже прям никакие приехали в гостиницу. Но сегодня мы снова готовы продолжать путь. Остановились, кстати, мы в Рязани переночевали. Вот, так что сегодня двигаем дальше в Саратов.
Итак, друзья, мы дома. Уже прошло несколько дней. Я старалась в поездке снимать как можно больше, но в суете забыла про самое главное – объяснить, что же вообще происходит. А происходит следующее. Я купила прицеп для перевозки погрузчика и металлических листов, хлыстов и вообще всего, что потребуется привезти в хозяйстве. А машину для поездки мне предоставил завод УАЗ, за что ему просто огромная благодарность. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что, если честно, многого от УАЗа мы вообще не ожидали и оказались приятно удивлены. И я это не о себе говорю во множественном числе, а о нас с мужем, потому что ездили мы забирать машину и прицеп вместе, и всю обратную дорогу за рулем был муж, так как у него большой опыт езды с прицепом, а у меня его нет, ну, просто от слова совсем. А ехать сходу на машине гораздо больше нашей, с огромным широченным прицепом, да еще и в московском оживленном трафике, было бы, мягко говоря, небезопасно. Так вот, машина в моем распоряжении на 2 недели. Неделя из которых уже прошла. После нужно будет вернуть машину в целости и сохранности. И за это время надо очень много успеть. Я уже поставила прицеп на учет. С этим, кстати, были небольшие сложности. Кто подписан на меня в Telegram, знают, в чем было дело. Вы тоже можете ознакомиться с подробностями там. Вставлю QR-код на Telegram-канал или ссылку в описании. Сейчас не буду повторяться. Главное, в общем, что все решилось благополучно и планы не были сорваны. И я уже по приезду сделала трап, вернее, 2 трапа для заезда погрузчика в прицеп, так как завод мог установить аппарель, но родная аппарель была несъемная, и в закрытом состоянии она являлась задним бортом и ограничивала бы по длине перевозимые грузы, ну, например, те же самые металлические листы или хлысты. Так как трап съемный, регистрировать его не нужно, он разборный, будет просто убираться в прицеп. И вроде бы прочный, но все-таки и погрузчик не пушинка, поэтому пойдемте опробуем трап, и если все будет окей, двинемся в главный пункт назначения непосредственно за снегом. Блин, и не подтолкнешь ведь. Ох, друзья. Ой, даже рассказывать у меня слов нет, если честно. Очень был день такой насыщенный, эмоциональный. Заехали далеко не с первого раза, заезжал муж, потому что он меня не пустил саму. Ну, мало ли, там завалится куда-то погрузчик, сходни не выдержит или еще что-то. Он сказал, что поеду я. И, в общем, заехали далеко не с первого раза. Уже были мысли, что все, походу, не заезжает. Что-то мы, видимо, никуда не едем. И все планы на смарку. Ну, в общем, заехали в итоге. Вещей у нас много. И в багажнике куча инструмента. И еще у погрузчиков в ковше лежат сами сходни. И там рядом, в общем, домкраты и куча-куча вещей. Все вот это надо было собрать, не забыть. Очень был день эмоциональный. И вот мы только выезжаем. Время начала 7 вечера. Сколько успеем, проедем сегодня. Остальное, значит, переночуем, поедем завтра. Ехать нам 600 с небольшим километров. Пожелайте удачи. Ну что, доброе утро, друзья. Мы выезжаем. Останавливались ночевать в Ивантеевке. Здесь вот такая огромная стоянка охраняемая. Вот. Просто устали, остановились, переночевали, а сейчас двигаем дальше в путь. Полпути мы уже проехали.
Ну что, друзья, привет всем! Мы доехали, автопоезд припаркован. Это мой дядя, зовут его Амир. Привет всем! Вот, мы приехали за 600 километров от дома. Мы сейчас находимся на севере Самарской области. Родилась эта идея так. Мы просто общались с дядей по телефону, и он мне прислал в WhatsApp видео, где снял, сколько снега у него во дворе. Вот что у меня творится во дворе. И сарай весь завалило, со всех сторон с крыши скинул. Вот видите, сколько. Если вам надо, забирайте. Бесплатно отдам. А учитывая, что у нас в Саратове его нет, ну просто вот от слова совсем, возле мастерской я немножко почистила, и он кончился. И у меня загорелись глаза приехать сюда и опробовать погрузчик как раз в реальных таких условиях, где много снега. И заодно принести пользу и почистить двор любимому дяде. Но не буду... Ты умничка моя. Но не будем голословно. Сейчас покажу вам, сколько же здесь снега сейчас. Вот двор. Здесь у веранды прям практически с крыши сугроб. Это основной сугроб, который надо будет расчистить. И забор вот тут вот местами даже не видно. Там вообще прям с крыши сарая сошел снег, и он сплошняком вот так вот здесь лежит. Он Чугалей ждет. Привет! Вот это основное поле деятельности. Но до основного поля деятельности нужно еще добраться и сначала расчистить вот здесь вот заезд в ворота, чтобы погрузчик, собственно, туда внутрь попал. Этим сначала и займусь. Ну что, друзья, сейчас утро следующего дня, потому что мы приехали уже под вечер. Вчера выгнали погрузчик. Вот здесь вот я немножечко потренировалась, попробовала, как что работает, расчищала въезд к воротам. Сегодня еще нужно будет дорасчистить. Вот, сейчас у меня тут появился уже новый друг. Привет. Да, привет. Вот, и погрузчик. Ночью было минус 20. Погрузчик стоит такой... Ой, сейчас покажу, переключу камеру. Погрузчик ночевал в прицепе со всем своим скарбом, с трапом. И ночью было минус 20, он такой сейчас весь в инее. Аккумулятор был в тепле. Сейчас подключим, посмотрим, как заведется. Так, ну что, друзья, пробуем заводить. Ага, массу никто не включил. Чик. Дубль 2. Пробуем заводить. Блин, рано я обрадовалась, да? Так. Так, друзья, мы отогнали прицеп вон подальше, чтобы вот здесь вот было побольше места. И знаете, что я хочу сказать? Вообще, когда в мастерской вот делала погрузчик, вокруг него было так тесно ходить, и казалось, он такой большой. А на улице на нем выезжаешь, он такой маленький какой-то, такой аккуратненький. И вот здесь вот чистил ранее трактор, вот этот вот большой брустер. И чтобы, так как снега надо вывозить много, чтобы можно было максимально ближе вот к тому дальнему гребню кидать, нужно вот здесь вот внизу подъезжать колесиками, ну, как бы уже вот в этот смерзшийся снег, иначе колеса упираются. Поэтому надо будет сначала вот здесь вот поддеть, подвинуть эту кучу, скажем так, сделать ее подальше, туда подвинуть, и потом сюда валить.
Друзья, вчера была оттепель, солнышко светило, и снег был, видимо, такой чуть-чуть мокренький. И чистился гораздо проще, если честно. А сейчас, видимо, за ночь было минус 20 ночью, и он смерзся, он как камень. Ну, сейчас что-то, в общем, как надо будет все равно справляться. Да, снег просто как камень прям. Такой полуснег, полулед. Сейчас записывала часть работы на GoPro, но эта собака отказывается работать. Выключилась и, по-моему, записала что-то минуту или две. И все, буду пробовать на телефон. Жадность, хочется взять побольше, сразу с кучей. Но не всегда получается, не хватает навыка. Ну что, друзья, с первым барьером до обеда покончили. Правда, солнышко уже ушло сейчас, но, тем не менее, ворота открыты, и погрузчик уже готов чистить двор. Вот это вот куча до крыши. Сейчас ее будем чистить, и она большая, здесь работы много. Вот я иду вокруг нее. И я все еще иду и иду. И это вдоль длины всего двора. Вот только здесь она кончается. Вот сначала прочистим, наверное, эту тропинку, а потом уже ближе туда, к веранде. Блин, ребят, походу приехали, что ли. Еще столько снега, а тут... Блин, трубу выхлопную оторвало от вот этой самой банки. Блин, сейчас что-то надо думать. В общем, насколько я понимаю, вот этот вот болт был вот здесь вот прикручен, открутился, мы не заметили. И расшатало, и от вибрации вырвало прямо он с куском самой банки. Ну, будем разбираться, что с этим делать. Заводим.
ковш надо вывалить. Басит прям почти как спорткар. Сейчас посмотрим. Ковш надо вывалить. Может быть, будем так и ездить и попукивать. Но я не уверена, что стоит. Ну, конечно, смех смехом, спорткар спорткаром. Так-то вроде бы можно работать и попукивать, но, наверное, все-таки это... Короче, побаиваюсь я, что чем-то это может быть чревато. Ну, блин, столько снега вывезли, но его еще столько осталось. Так хотелось это все дочистить. Надо что-то решить. Ну что, друзья, как бы не хотелось, конечно, дочистить весь снег, так далеко ехали, хотелось все это отсюда вывести, но я все-таки боюсь, как бы чего не вышло, потому что все-таки основная моя цель испытать погрузчик, понять его сильные и слабые стороны и без серьезных поломок вернуться домой. А если вдруг, я переживаю, что вдруг, если что-то случится, и он окажется не на ходу, и я не смогу загнать его в прицеп, он останется здесь под снежником. Дядя, конечно, уже сказал, что как бы пусть остается, я починю, тут еще снег дочищу, выезжайте. Какие проблемы. Вот, но шутки шутками. В общем, для тестов я считаю, что было сделано достаточно. Поняла некоторые моменты, но сейчас не буду все излагать, потому что сейчас мысли сумбурные. Сформулирую их более четко, коротко и внятно. И, наверное, уже по приезду домой поделюсь. А сейчас остался еще один тест, который я забыла сделать еще дома, когда первый раз выезжала на улицу. Забыла предупредить, затыкайте ваши ушки, сейчас буду громко пукать. Без глушителя же. Так, ну что, друзья, ковш в горизонте, рулетку зацепили, и на барабане сектор 2 метра 55 сантиметров. Для понимания, вот я стою сейчас на снежном бархане, машина вон внизу стоит, и хочу показать, вот этот вот бархан закругляющийся, это расчищал трактор большой, а вот это весь вот этот спрессованный, смерзшийся снег, вывез погрузчик вот перед воротами и вот оттуда вот из двора. Кажется, что не так много, но на самом деле здесь снега вывезено просто дофига. И сделал это все мой металлический, маленький, но мощный друг. Вон он стоит, собирается домой ехать. Друзья, мы готовы выезжать. Вот здесь вот внизу такой рыхлый снежочек, там, где ездил погрузчик. Прицеп загружен. И сейчас посмотрим, как справится УАЗик с выездом, потому что вот здесь тоже довольно круто в горку выезжать на дорогу. Посмотрим. Так. Машина едет. Так, ага, едем. В горочку прям. Там тоже рыхлый снежок. Вообще не буксанул. Ну класс. Огонь машина. Ну все, мы уезжаем. Что ж, друзья, мы с погрузчиком вернулись в мастерскую. Кстати, вы знаете, что толщина человеческого волоса составляет около 80 микрон. Как вы можете догадаться, это
очень мало, но высококлассное токарное оборудование работает с значительно большей точностью. Встречайте компанию Машиндекс, чьи станки работают с точностью до плюс-минус 5 микрон. Это как если бы вы могли разделить волос вдоль на 16 равных частей. Кратко расскажу вам про Машиндекс. Это эксперт в оборудовании для металлообработки. В ассортименте компании более 500 моделей станков для обработки металла от 12-метровых обрабатывающих центров с ЧПУ до настольных станков для малого бизнеса и хобби. Уникальность Машиндекс в том, что компания создала не просто шоурум, а настоящий технологический центр с собственным термоконстантным помещением. Вы можете приехать и не просто посмотреть на станки, а увидеть их за работой, потому что они полностью в рабочем режиме. Плюс у вас есть возможность разработать технологию вместе с инженерами Машиндекс и изготовить образец вашей детали. Согласитесь, круто? Запишитесь на экскурсию по ссылке в описании. Друзья, возможно, посмотрев это видео, кто-то решит, что я слишком заморочилась с поездкой, и, возможно, для кого-то это так и будет. Но на самом деле поездка была не ради контента, а чтобы хорошенько испытать погрузчик в снегу вот в реальных условиях и понять, как работает вся цепочка гидросистемы, так как прежде чем продолжать строить погрузчик дальше, в этом просто необходимо было убедиться. И, понятное дело, расчеты расчетами, но я человек практики, мне нужно было опробовать его в работе. Плюс я очень долго его строила, и ждать следующей зимы я была, просто не готова. Понятно, что летом будет возможность работать с сыпучими грузами, но у дяди был уж очень заманчивый объем работ. И к тому же я принесла пользу дяде, так как иначе он раскидывал бы снег вручную, чтобы весь этот снег не подтапливал двор по весне. Ну и это, конечно же, был еще один повод увидеться, что, безусловно, всегда приятно. И, возможно, можно было бы вычистить все-таки даже без глушителя весь оставшийся снег со двора, но после поломки глушителя закрался такой, знаете, страх, что вдруг что-то еще сломается, и тогда будут уже проблемы посерьезнее. Поэтому я решила, что, в принципе, сделано было достаточно для того, чтобы сделать выводы. Теперь, собственно, выводы. Первое, что хочу отметить, это плавность работы гидросистемы, потому что для меня это было важно. Я хотела, чтобы погрузчик не был таким, знаете, дерганым. Правда, поняла я, как нужно управлять джойстиками, чтобы этого добиться, только спустя уже, наверное, часа 2. И еще позже, как нужно чистить заледеневший, спрессованный снег, который просто так вот ковшом не загребешь. Но все это вопрос навыка, а главное, гидросистема работает плавно. Отработал погрузчик в этой поездке в общей сложности 6,5 моточасов. И в целом все работало штатно. За исключением глушителя, да? Вот. Но все-таки, опять же, это была моя ошибка в его креплении, и, к счастью, она поправима. Помимо крепления глушителя, я отметила еще несколько моментов, требующих доработки. Первый – это то, что в некоторых местах РВД трутся о корпус. Но это лечится просто обмоткой РВД и обработкой краев металла. Второй момент. При движении с грузом, когда стрела не опущена до конца, у нее есть такие некоторые небольшие колебательные движения вправо-влево. Как я поняла из комментариев еще под прошлым видео, где мне писали, что зазоры между стрелой и кабиной маленькие, и стрела с грузом будет биться о кабину, я все-таки поняла, что небольшие колебания – это нормальная практика для погрузчиков. Но, друзья, у кого есть реальная практика управления погрузчиком, напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это. И все же, тем не менее, о кабину стрела не билась, хотя сама кабина, вы, наверное, видели на видео, немножко колебалась на кочках, так как она попросту еще недостроена и держится всего лишь на нескольких прихватках. Ну и плюс на стойках стрелы еще не установлены все усилители, которые там предполагаются. Третий момент – то, что дома по трапу пришлось заезжать с разгона, потому что потихоньку погрузчик отказывался заезжать и глох. По расчетам, мощности для этого должно хватать. И было ощущение, что не мощности не хватает, а будто гидравлику что-то душит. Скорее всего, дело в настройке клапанов. В общем, с этим надо будет еще разбираться. Хочу сказать, что в целом испытаниями я очень довольна. Вообще, когда долго к чему-то идешь, и потом, наконец, ощущаешь результат, это супер крутое чувство. Я думаю, что оно многим из вас знакомо. И еще, видя, как был рад дядя этой помощи, я утвердилась в мысли, что хочу, чтобы погрузчик приносил пользу не только мне. Об этой мысли я говорила еще на своем последнем стриме. Зародилась она, когда я увидела возле своего дома бабушку, которая, как оказалось, как выяснилось впоследствии, диабетик на инсулине, живет одна и не могла дойти до дома. А инсулин уже пора было колоть.
И я довезла ее до дома, нашла и дала инсулин, а уходя отметила небольшую кучу всякой всячины, которая была навалена и перегораживала, затрудняла вход в калитку человеку, которому и без того-то двигаться было тяжело. И позже я подумала, что можно было бы погрузчиком эту кучу убрать и вывести, когда он будет готов. И так как погрузчик не будет мне нужен по хозяйству 24/7, теоретически я могла бы выделять пару дней, 1-2 раза в месяц на помощь в уборке и благоустройстве, к примеру, территории пожилых людей, которые сами не могут справиться с этим, или, возможно, приютов для животных, или в каких-то других случаях, где требуется помощь техники. Разумеется, бесплатно. Наверное, это можно неким социальным проектом назвать. Правда, надо для начала доработать погрузчик, те недочеты, которые выявились в ходе первых тестов. И я пока еще не совсем придумала, как это все организовать, но думаю, что это все решаемо. Друзья, если у кого-то из вас есть идеи, кому еще могла бы потребоваться подобная помощь, буду признательна, если напишите в комментариях или на мою почту, она указана в описании под видео. Также, если вам понравилось это видео, буду очень признательна за ваш лайк и комментарий. Это важно для меня и для алгоритмов YouTube. Друзья, и не могу также не поделиться кратко своими впечатлениями об УАЗе. Но для этого лучше переместиться на улицу. Друзья, сразу хочу оговориться, что я не буду делать полноценный обзор, так как их в интернете и так предостаточно. Я просто хочу рассказать именно свои впечатления о машине, потому что, если честно, я ожидала от УАЗа меньшего. Для понимания, это не просто УАЗ Патриот, а версия УАЗ Патриот Экспедиция. Его отличает оранжевый, я бы даже сказала, морковный цвет. Он применяется только в этой версии, именно в экспедиционной. И также с завода установлен экспедиционный багажник с лестницей, лебедка спереди и фаркоп. И предвижу ваши вопросы в комментариях, так как после публикации этого УАЗа в моих соцсетях, когда я ехала на нем из Москвы с мужем, везли прицеп, были вопросы, нужно ли регистрировать все доп. Оборудование. Нет, не нужно. Все оффроудное оборудование устанавливается с завода, оно, соответственно, сертифицировано, и дополнительно регистрировать его не надо. Здесь также установлены разнообразные помощники для преодоления бездорожья, например, помощь при спуске, блокировка заднего моста и понижающая передача. Как я говорила ранее, с прицепом за рулем был муж, но я тоже поездила на УАЗике без прицепа. И хочу сказать, что сначала, когда я села за руль УАЗа после Форда, мне было просто капец как непривычно, но поездив минут, наверное, 15 по второстепенным дорогам, я довольно быстро привыкла, и чем дальше, тем стало интереснее. Потому что, по сути, можно вообще не задумываться, какое покрытие у тебя под колесами. Лед, ямы, кочки, лужи, все это перестает напрягать, и более того, эта машина прям зовет тебя: поехали куда-нибудь, залезем, попробуем побуксовать, измерим лужи в глубину и так далее. Повторюсь, ранее я ездила только на легковом автомобиле, и это мои субъективные впечатления. Что же касается салона, то он лаконичный, но при этом есть все современные фишки, от мультимедиа с навигацией до всевозможных подогревов, что особенно приятно в холодное время года. В общем, УАЗ нам с мужем понравился, и он отлично справился с поставленной задачей, отвез тяжелый погрузчик туда и обратно, вместил реально кучу всевозможного инструмента и вещей. В общей сложности мы на нем проехали 3500 километров, и он ни разу нас не подвел. Если честно, даже жалко теперь с ним прощаться. Но с вами, друзья, я прощаюсь совсем ненадолго, так как практически сразу после Самары я съездила на один очень интересный завод в Подмосковье, который во многих аспектах меня просто поразил. Думаю, видео получится очень интересным, так что скоро увидимся. Всем чао, какао!